Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами на Павелецком вокзале. И что мы тут делаем? Встречаемся с Валентиной Ивановной. Вон она вдалеке идет. Она меня еще не видит, но я ее уже вижу. И сегодня мы едем с ней в аэропорт Домодедово. Решили встретиться вот на Павелецком вокзале. Сейчас закажем такси и поедем в аэропорт Домодедово. Посмотрел я, цена такси 2450 рублей. Время в пути 1 час. Ну а зачем мы туда едем, скажем позже. Вот Валентина Ивановна добралась. И таким бодрым шагом встречаемся. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Привет. Как настроение? Давно не виделись, мой хороший. Отлично. Отлично. Как добрались? Отлично, быстро, видишь, с опережением графика. Ну я уже пока вы шли, я рассказал вкратце, что мы едем в Домодедово, в аэропорт Домодедово. Зачем едем, не скажем, скажем позже, да, Валентина Ивановна? Конечно. Ну, готовы к такому путешествию? Конечно, начнем. Я сейчас посмотрел, время в пути около часа на такси. Это не страшно. Не страшно вам? Ну и все, значит, сейчас мы заказываем такси и двигаемся. Вот он, Павелецкий вокзал. Площадь Павелецкого вокзала великолепная. Давайте туда пройдем, Валентина Ивановна. Переделали. Да, вы ее еще не видели такой? Нет, я ее видела мельком, но дело в том, что Мельком, я не эту- гуляли здесь? Я эту площадь хорошо знала, потому что у меня была дача по Павелецкой дороге в Барыбино. И была совсем другая площадь. Ее 2 или 3 года назад Собянин открывал летом, я снимал, у меня даже видео есть. А я вас уже жду минут 20 здесь. Приехал рано, я думал, мне от дома там 35 минут. Ну, молодец. И вы спрашивали, где торговые центры. Вот они, вот один вход, видите? Вот он. Такой, как космическая тарелка, взлетная полоса. Вот. А вот второй вход, Валентина Ивановна. Много же интереса. Нет, Здесь площадь была раскопана, котлован был лет 20, он стоял. Самое При страшное, Лужкове еще начинали. Игорь, ведь дальше дом музыки, понимаешь? Да, уже? там дальше, И да. вот я все время выходила Вот уже там. не на этой станции, а на другой, на Кольцевой. Вот там все это обходили, и здесь никогда было не пройти. Но сама эта площадь, она была кошмарная, Да. просто кошмарная. Здесь было загрязнение, здесь были какие-то Нет, здесь был палатки. котлован, Валентина Ивановна, Да, потом сделали котлован. Хотели подземный торговый центр строить при Лужкове еще, но не сложилось, и уже Собянин Но я достраивал. ее знаю с 53-го года. Ну, частый посетитель, да? 1953-го Павелецкого года. вокзала. Да, с Павелецкого вокзала Барыбино. Мы же ездили-то. В Барыбино? Конечно, мы поедем-то сейчас, ты говоришь, вот на такси, Да. а можно на экспрессе. На А мы экспрессе. ездили на кукушке. В 1953 году была кукушка, которая ходила несколько раз в день. Мы ездили на свой участок. И каждому столбу она кланялась, да? Да. Ну ладно, сейчас я выключу, закажем такси и тогда продолжим разговор. Давай. Так, ну что, заказали мы такси. Ждем, пишут, через 3 минуты будет. Так что даже чуть-чуть дешевле будет наше такси. Не 2400, а 2200. Как я сказал, ну здесь динамическое образование цен. Да. И каждую минуту меняется. Так что ждем. И сейчас будем производить посадку. Вот наше такси приехало. Валентина Ивановна, вы с этой стороны. Заходите. Ну, а я сейчас засяду и едем в аэропорт Домодедово. Здрасте. Оп, закрываем. Поехали. Ну как вам, Валентина Ивановна, нормально? Отлично, все хорошо. Все. Закрыл, да? Сейчас. Все нормально. Вот. Все, двигаемся. Время в пути примерно час. Да. Сейчас вроде дороги свободные после снегопада. Да, Расчистили всё. почистили, да, показывали, как бедные работали с утра до вечера. Ну, Вчера да. было не пройти вообще. Вы выходили вчера? на Я улицу? вчера выходила, да, только на немного. Много насыпало, да? Очень месиво было даже в Москве. Было кое-где почистят, кое-где никак. Во дворах вообще
Все. У вас во дворе как? Нормально было? Да, так, относительно, понимаешь. Машины все стоят как сугробы. На приколе все, На да? приколе, которые, да, на сугробе. Вот машина сына стоит, такая же с сугробом, соседи с сугробом. А как, парковка, проблем нет возле дома, Валентина Около Ивановна? дома пока нет. Пока У вас нет. не стоят шлагбаумы? Нет, у нас не стоят, и там, наверное, трудно поставить, понимаешь? Дело в том, мой дом последний у леса, Ну да. и там такие узкие дороги, там вообще невозможно все. И рядом находится храм, который, в общем, Да, я знаю, там, видел. да, песчаной Казанской Божьей Матери. И там такие узкие дорожки, там не поставишь, нет. Ну Всё. хорошо, все, двигаемся, будем периодически включать. Да, да. Вчера была в Третьяковской галерее на выставку Карла Брюлова. Это новая Третьяковка на парке Горького. Мгм. Выставка изумительная. Понравилось? Очень. Во-первых, экскурсовод был прекрасно, владеющий материалом и отлично рассказывающий. Она из огромной выставки выбрала все самое интересное. И было действительно ее очень-очень интересно, и мы внимательно слушали. И нам, как такой группе достаточно возрастной, дали стульчики такие складные, и мы их таскали с собой из одного зала в другой. У нас проблем не было. Экскурсия была очень долгая, почти 3 часа. Ого. Да, такого редко бывает, и мы получили истинное удовольствие. Все. Хотя, как говорится, несколько его полотен я еще видела в Риме, в Италии. Карл И как- Брюлов. Да, Карл Брюлов, Знаменитый. да. Но самое интересное, она так и сделана. Рим, Москва, Санкт-Петербург. Вот так она. Все. Народу Это было. бесплатно? А? Бесплатно? Сейчас нет, сейчас я вам про билетики скажу. Давайте. Значит, обычный билетик стоит 950 рублей. Наш билетик пенсионный стоит 540 рублей. Ну, хоть скидка какая-то Да, была, да? да, у нас скидка была, потому что у нас группа была от общества инвалидов. Поэтому у нас скидка была большая, и все замечательно. Но вот опять мы снова возвращаемся к этим поганым, как я называю, ценам. Там есть магазинчик сувенирный. Конечно, я пошла и посмотрела. И что представлено? Представляете, маленький брелочек с его портретом, с Карлом Брюлов, да, Мгм. 450 рублей. А авторучка сделанная, тоже как бы так, такая сувенирная, 300 рублей. Дальше чашечки сделанные, но это было убито наповал. Одна чашечка стоит 9800, одна чашечка 5600. Тина, Больше- что больше- вы удивляетесь, такие цены сейчас? Игорь, ты вообще что? Ты вообще за чашку 9800 10 кто тысяч. может заплатить? Кто? Ну кто-то покупает цены. Да не такие. знаю, не знаю. Правда, висели 2 сумки тряпичные. Одна стоила 1000, вторая 2000. После этого я все закончила смотреть, из магазина вышла. Все. Ну, а сама экскурсия понравилась? Да, сама экскурсия, Картины да. красивые. Нет, они не только красивые, они, понимаешь, с большим смыслом. Вот. Понимаешь, последний день Помпеи, да, как там огромная, как она была, ее история создана, как она была, как он ее рисовал, как все. Там очень Картины много. не рисуют, Валентина Ивановна, картины пишут. Пишут, да, пишут. У него потом очень много был, большой целый зал был посвящен графике его и акварелькам. Очень большой целый зал. И там, ну это так, для разнообразия. А главное, это были красивые картины. Замечательно. Ну, я довольно часто туда хожу. Я там и на Серова ходила. В Третьяковку? Да, на новую Третьяковку. Ну, я знаю, Новую где. Третьяковку, да, Серова там смотрела. Вот там. Так что там здорово, ничего не скажешь. Отлично. Валентина Ивановна культурные мероприятия посещает. Вы спрашивали? Вот, пожалуйста. Конечно. Конечно. Валентина Ивановна, на Новый год красной икрой затарились, нет? Затарилась. Уже? Да. Ну-ка расскажите подробнее. Я взяла, когда она была, 9000. Давно Да. брали? Давно. И положила. А сейчас сколько стоит? И сейчас она тоже приблизительно 10 там-то тысяч стоит. Она 10-11. Потому что разная икра. Горбуша, кита и кижуч. А чем они отличаются? Вкусом.
Вкусом и зернистостью. Одна покрупнее, другая Ага. помельче. А кижуч я почему не люблю, он с горчинкой. Это некоторые любят такой. Он самый дорогой. А вы какую взяли? А я всегда покупаю горбушу. Горбушу, лосося. Горбушу, да, Ой, да. Я даже киту я не очень люблю. А горбуша, она как-то мне поприятнее. Сколько купили? Полкило. Полкило. 4,5 тысячи, да? До 4,5 тысяч. А где покупали? В магазине икра. Красная икра. Красная икра. Мгм. Все в нем сейчас берут. А? Все в этом магазине сейчас Да, берут. ну нет, ну понадежнее, понимаешь. Я посмотрела икру и на этих оптовые рынки, которые Мгм. есть, рыбные специальные, да. Но их показали по телевидению, рассказали, сколько там подделки, сколько там всего, на что нарвешься. Ну и заплатишь деньги, и будешь. Я же посмотрела, как делается красная икра. Она очень интересно делается. Глаза Ну, кильки повыковыривают, подкрасят. нет, нет. Масло растительное. И этот самый, как говорится, как его, господи, какой-то там заменитель, да, Да? Мгм. растворяется, капельками бросают его, да, и Желатин, наверное. икринки получаются очень приличные, подкрашивают и показывают икра, и все. Зачем это нужно, понимаешь? В праздник есть праздник, надо, здесь гарантия. А там в этом магазине есть гарантия, да? Да, гарантирует. Да. Там можно попросить сертификат. Но я как-то всегда покупаю там. Сейчас-то я взяла полкило, но обычно я вот, когда она была чуть-чуть подешевле, там, когда она 7 тысяч стоила, вот так вот, в этом пределе, я все время брала 280 грамм. Она... А вы как брали? В банке уже или Нет, развесную? я беру в пластмассе. Металлических я никогда не беру. берете, да? Там много консервантов. Нет. Я беру обычное, никогда не подводила. Вот сколько То есть уже зафасованные или при Зафа- вас взвешивали? Нет, нет, накладывали в уже, эту нет, банку? уже готовые. Она из готовые. холодильника вынимает, дает уже готовую банку. Срок годности на этой банке Как написан? круглые. Не, написан срок годности на Да, банке. да, срок годности написан, да. Все написано. Там я рыбу взяла, например, там я сейчас взяла Какую? тоже это самое Красную? скумбрию, А, разделанную на тарелочке. Там уже все красиво положенное, все. Она тоже 2 недели существует. Очень хорошо. И она очень вкусная. Очень вкусная. Значит, икрой уже затарились. Икра есть, рыба есть. Все, жить можно. Мандарины есть. Да? Мандарины есть. Да. Все, вот так. Так что вот красная икра магазин называется. Да, Там Валентина Ивановна да, берет. да. Так, ну вот, приехали в аэропорт. Выходите, Валентина Ивановна. Ну, Валентина Ивановна ручку не подает. Ладно, даю. Так. Закрывайте. Так, ну что, пойдемте. Вот он. Аэропорт Домодедово. 55 минут ехали. Ага, быстро. Ну, пробок не было. Да. Последний раз давно здесь были, Валентина Да, Ивановна? давно было. Около 10 лет. Ну, сейчас и не узнать, да? Да. Вот он сейчас огромный. Аэропорт называется имени Михаила Ломоносова. Вот елочку уже поставили. Ну и идем сейчас, пройдем досмотр и пойдем. Время у нас есть, погуляем по аэропорту, да? Застегнуть, да, надо все. Все, идем. Такой вход в него и пойдем. Первый ближайший нам какой попался, в него и заходим. Вперед, Валентина Ивановна, и с песней. Иду. Ну что, прошли мы досмотр, очень много народу на досмотре. Ну и Да. гуляем. Первое впечатление, Валентина Ивановна, какое? Да так, не очень. Чего? Ну, потому что этот аэропорт из 3 наиболее такой примитивный, Да? не помпезный и не очень красивый пока. Да, он такой рабочая лошадка. А, Рабочая лошадка. Он действительно очень большой. У него сейчас посмотрим расписание, огромное количество, конечно, рейсов. вот первый этаж стойки регистрации, вот S7. Видите, здесь сразу заходишь. Да, там, ну, самый-самый такой, как говорится, ну, бюджетный. Ну зато можно елочек сказать. уже вот понаставили. Ну, елочка так себе тоже. Ну, конечно, Новый год, безусловно, Новый год. Вроде он
площадь огромная, и поэтому размыто так вот. Он размытый совершенно. Народу Да. не очень много, кажется, Нет, да? народу много, и на экспресс народу много было, и сейчас вот на проверку очень много народу очень много, но здесь народ растворяется, Да. потому что это как бы, огромный зал, и он такой вот, знаешь, самый, можно сказать, советский. Хотя и реконструкцию прошел в 2018 году Да. к чемпионату мира, но видите, все Вот, равно. да, его сделали А какой нормально. вам больше всего вот Рабочего из всех остатка. трех нравится, Валентина Ивановна? Мы были с вами во Внуково, Шереметьево. Шереметьево больше всего понравилось, да? Шереметьево, да. По комфорту, по тому, как вообще оформлен весь аэропорт. Там как-то все по-умному сделано. И интересно. Там, главное, интересно людям и улетающим, и прилетающим. То есть там он даже с познавательной точки зрения. А здесь, посмотри, пока мы сейчас не видим на первом этаже вообще ничего абсолютно. Ну, сейчас, такого, да, может что- быть, еще рано судить. Сейчас поднимемся на второй этаж. Ну да, там может быть и что-то посмотрим. Вон побольше, туда сейчас дойдем, да, что да, там. Да, побольше Посмотрим, дадут, да. Да, побольше дадут. Вот, смотрите, там народу полно, а здесь вроде никого. А Вход. потому что там такси высаживает, Да. и там экспресс приходит. Всё. Если бы знали, немножко сюда бы прошли, да? Да. Ну, кто же знает-то, интересно. С этого аэропорта за границу улетали, Валентина Ивановна? Да, за границу очень много улетало. Да? Да, очень часто. Как раз рейсы были и в Италию, и в Испанию, и в Португалию были отсюда. И все. Тоже, да? Ну и дальние командировки, конечно. Владивосток, он, конечно, преобладал отсюда. А чаще всего из какого улетали аэропорта? Чаще всего. Чаще всего улетало, они были два аэропорта, Шереметьево и Домодедово. Внуково не было почти. Внуково очень редко были. Или переносили, или что-то, чего-то. Магнит Сити, вон магазины, Магнит Косметик. О, Зайдем, посмотрим? зайдем, конечно. Ну, пойдемте. Нет, ну ради интереса. Да, сколько чего в аэропорту стоит, да? Нет, не только. Вообще, что интересно. Вот, Сейчас начнем. Вот, Магнит сразу. Косметик. Всё, Что вас всё. конкретно интересует, Я Валентина Ивановна? уже вижу крем. А, крем, да? Да, уже крем. Вот крем, видите какой. Какой конкретно у вас? Да я конкретно, я на возраст смотрю. А, 35, 45, 50 А, лет. тут еще они и разного возраста. Вот, пожалуйста. 65 вот, плюс. Да, 65 плюс. Но Вот нет, они, надо вот эти. другой. Надо, чтобы было 70 плюс. Не, ну так 70 плюс, наверное, нет уже. Есть, я беру. У меня Да? есть, здесь просто нету. И вот Вот 65 65 плюс, 60. наверное, у них потолок уже, Валентина Ивановна. Чу? Нет, 70 плюс есть. Я тебе принесу, покажу. Да? Да, ты можешь проверить. Ну, да. тут нету. Всё. А сегодня здесь нету. Вот, да, 65 плюс Да, только. всё. Дети-то, ну, Они он там здесь, знаете, думают, что люди столько не живут. так, Валентина Ивановна. Пойдемте дальше. тебе. Не издевайся, Поэтому 65 плюс больше нету. не издевайся. Так, подожди. Ну, а здесь особо. Нет, мне просто А, это не то. А, вот. что вы хотели увидеть? Духе посмотреть просто. Просто посмотреть, ты понимаешь? Градацию. Ну, вот цены, видите. Градацию цифр. Ну, это же, это все. Это все. Уж смотри, какая страсть. Да еще за почти 4000. С ума сойти. Не нравятся вам такие? Гляньте, Не. вот. Гляньте, вот. Это не надо. Не надо. Ну, пойдемте. Так, все. Губную помаду посмотрим. Губная помада, так, цена средняя. Ничего не могу сказать. Средняя, да? Средняя, да. Да, даже. А вы какую пользуетесь? Здесь такой нет, какой вы пользуетесь? Нет, такой нету. Такой нету, здесь нету, нет. Я просто посмотрела цену в Реалевскую. Так, Ясно. здесь. А вот уже. В Реаль. Вот уже другой вариант. Вот уже другой вариант. Там по 400, а здесь почти 2000. Вот так. Ну, это дорого или дешево? Дорого, это дорого. Это дорого, Ну, это так, знаешь, как бы средняя цена. Вот она. Это средняя Аэропорт. цена. Эксклюзив. Пойдем,
Посмотрели, все достаточно. Спасибо. На выход. Да, пошли. Пойдемте дальше. Да. Так, Магнит Сити, это магазин. Можно выпить свежий кофе и перекусить, как всегда. Ну, мы с вами где-нибудь засядем. Магнит Время Сити, да. Ну, есть у естественно, вас? что-нибудь приличное найдем. Так. Ну, Да. я-то думал, что здесь... Начните путешествие с кофе, капучино. Вот такси. А вы кофе особо не жалуете, Валентина Ивановна, да? Я не фанат. Нет, я пить пью, но я не фанат. Ну, что-то я вот сколько мы с вами гуляем, ни разу не видел, чтобы вы кофе себе заказывали. Я заказываю, а вы нет. А я нет. Это прилет, вот внутренние рейсы, Валентина Да. Ивановна, видите? И главное, внутренняя авиалиния. Да. Это прилет, вот здесь встречают людей. Ага. Так, ну а мы с вами... Вот расписание вы хотели посмотреть, Валентина Ивановна. Да, хотела. Откуда Вот оно прилетают? здесь. Вот оно здесь. Вот, Уфа. можно посмотреть. Екатеринбург, Петрозаводск. Моточка Калининград. Да, кстати, вот Калининград часто я и летала отсюда. В Калининград, да? Калининград, ага. Санкт-Петербург, Сочи. Ага. Ну, достаточно обширная география с Обширная. Домодедово, да? Да, Нюрнберг, Северихан. Ну, посмотри. Все. Махачкала, Волгоград, Калининград, Владикавказ, Вот, посмотри, Сочи. Казань была, Калининград Новый была, Уренгой. Новосибирск была, Екатеринбург была. Дальше. Где вы не были, лучше скажите? Сочи была. Я пока не могу найти. А Новосибирск, вот такой Иркутск были? Нюрнберге. Не были, да? Да. Иркутск была. Новосибирск, Была. Благовещенск, Была. Череповец, Нет. Чита. Екатеринбург была, Новосибирск была. Чита, Чита была. Улан-Удэ, Ой, была. Омск, Была. И даже Ижевск. Ижевск нет. Не были, да? Нет. Ну, у вас еще все Еще впереди. впереди, еще. Да. Так, ну туда дальше не пойдем Да, уже? уже все. Или пойдем, пойдемте. Вон. Подожди. А здесь вот прилет, вылет международной линии, регистрация и прилет международной линии. Это вот чуть дальше, это первый этаж. Вот уходим от того места, где мы зашли. Вот. Здесь ведь его еще достраивали, аэропорт, поэтому очень много. Вот смотрите, видите, здесь вообще народу никого на вход. Ну, здесь в основном встречают международные авиалинии и вылет международные авиалинии. Вот как раз здесь и все это. Ну пойдемте вон туда, вон как раз Пойдем. эскалатор, по нему Пойдем. на второй этаж и Пойдем, поднимемся. пойдем. Посмотрим все сейчас. Да, здесь вот Вот прилетели. эта Ну, часть, мы да, если вот... вон, табло вон огромное. Пошли. А, вон, давайте посмотрим. Замечательно. Ага. Здесь, если вот лицом на улице стоять, лицом к зданию аэропорта, как раз вот мы зашли с правого крыла в основном, а это вот левое крыло. Если лицом стоять, вот паркинг номер 2, там дальше вот ориентир. Вот видите, огромная парковка для машин. Цены тоже здесь не самые маленькие. Ну вот Валентина Ивановна хочет посмотреть прилет международных авиалиний. А, это вылет, вот, да, это вылет. Ну, здесь вот вижу Гянджа, Карши, Калининград, Минеральные воды, Минск, Иркутск, Волгоград, Бахрейн. Бахрейн, Баку, Петрозаводск, Махачкала, Екатеринбург. Ну, здесь все перемешано, видите. Грозный, Ижевск, Каир, Дубай, Стамбул, Я тебе Тель-Авив, сказал, будет немного. Немного международных. Ереван, Баку, Хургада, Баку, Ташкент, Аддис-Абеба, Грозный, Ижевск опять Барнаул, же. Бишкек, Ага. Душанбе и Самарканд. Шарджа, Самарканд, Самарканд. да. Ну вот. Янджа. Да, немного как раз международных очень Ну, в Европу Да, да. нету, и уже... Нету. Европы вообще нету никакой. Не, ну в Какая Европу Европа?
Небо даже закрыто. Не надо. Переживем без нее. А что это рояль? Кстати, пишут, Валентина Ивановна, всю Европу объездили, а вот в предыдущем видео вот так нелестно обозвались о Европе. А зачем? Она сейчас себя плохо ведет. Когда Я была там, когда она хорошо себя вела, Конечно. да? Мне было Так, очень что тут у нас? здорово. С ценами, закуски и гарниры. Давай. Картофель фри, овощи гриль. Вот надо посмотреть нам Отварные. Цезарь, да, мы по нему. Да. Вот они, пожалуйста. Вот Куриная смотри. грудка, вон куда смотри. Ого. Ну что, Да, шаурма да, классическая с да, курицей. Да. Лагман, люля-кебаб из баранины, 1325 рублей. Все. Вот даже сюда посмотри. Лагман 1000. Блинчики, салаты. Нет, ужасно. Зеленый салат с креветками 1095. Ну, Валентина Ивановна, аэропорт, привыкайте. Да, я уже почти привыкла, только есть не хочу. Замечательно. В смысле, есть не хотите вы Абсолютно. в переносном смысле, что по таким ценам, или вообще есть не Да. хотите? Здесь не хочется. Ну, Здесь придется, не Валентина хочется. Ивановна. Нет, найдем совсем другой вариант. Ну, нам вряд ли. Ну, конечно. Такого еще не было. Чтобы мы не нашли, да? Так, Да. ну что, поднимаемся на второй Кто этаж. ищет, то всегда найдет. Шла, сними эту елочку-то, сделай ей удовольствие. Вот такой аэропорт, первый этаж. Да. Ну что Ну, елочка сделать? такая. Какая елка в Шереметьево и какая здесь. А мы были разве застали елку там? Да, была. Можно после новогодних Там праздников, они были невысокие. Валентина Ивановна, А? после новогодних праздников можно повторить в Шереметьево вояж. Да, ага. А то мы как-то там с вами Вот. в каком-то подвале в забегаловке сидели. Смотри-ка. Вот, московский Видишь, пивовар, московский ресторан. пивовар. Ресторан с пивоварней. О, Вот, видите? интересно. Ну-ка, что Пробуй такое? новинку. Попробуйте новинку. А вот пиво, видите, это здесь. Маргарита. Это еще ага, Вот, Валентина пицца. Ивановна, идите, посмотрите, как вам. Московский пивовар. Ну-ка, горячее блюдо. Картофель с говядиной, шашлык из курицы. Смотри, приемлемый. 625 рублей. Да, да, абсолютно. Если это не 100 грамм, только написано так. Ну, шашлык за Так, курицу. а вот пиво, смотри-ка. А пиво чего-то у них. Пиво. Ой-ой-ой. Это что-то Ну, какое-то. так это вот пиво лагерь. Да. Это крафтовое пиво. Это варят пивоварни, частные Да, пивоварни, да. Валентина Ивановна. Ну подожди, Ну а и уже кофе это здесь, да. вообще... Ну, И мы ко- запомним, Валентина Да, Ивановна. запомню. Ну, вот твои любимые, ты все хотел пельмени, вот, пожалуйста. Готовим за 5 минут. Погляди на свои пельмени. 5 Всё. минут. Да, Правда? вон они. А, пельмени фри. Да, пельмени фри. 625 рублей. Это жареные. Картофель фри ваш любимый. 415 рублей, Я Валентина на него Ивановна. даже не смотрела. Почему? Ну, 415 рублей, что интересно. Картошку будем есть такое. Так, ну, Да. вот Да, вылет. Красный коридор, зеленый коридор, видите? да, зеленый коридор. Ага. Без декларации можно вывозить до 10 тысяч долларов. Тишина, Дальше надо, Тишина и покой. Никого. дальше надо и декларироваться. И ничего, абсолютно. А нам особо народ и не нужен, Валентина Ивановна. Я понимаю, аэропорту нужен, нам-то не нужен. Аэропорту вклад Вот, выполнять таможенный надо, контроль. денежки. Вот посмотри, написано в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Вот. А, ну это за здесь, да. границей. Вот не, это дальше. Да, туда. это теперь за границей. Сейчас наша, это за границей, сейчас Ага, наша ага. основная за граница. Ага, это за граница. Мгм. Раньше говорили как, Валентина Ивановна, курица не птица, а Болгария не за границей. Конечно, так А и сейчас было. уже Болгария. Ну что-то. Ну, Болгария, бог с ней, как говорится. Она Да. всегда была отрезанной ломоть. Вы были в Болгарии? Ой, несколько раз, раза 4 была. И на отдыхе, и путешествовала. Еще в советские времена И или... в советские, и позже. Главное, в советские посмотрела и позже посмотрела. Ну и когда было лучше? Самое интересное, что было приятно, Игорь, несмотря Крошка, на то, картошка. сейчас и в советские, и в эти, А, вот добавь эти наполнители всякие разные. 269, 399. Крошка, картошка. ну, тебя все время тянет на такие блюда. Не, я просто для ознакомления. вот Да, я напитки. говорю, вот и все. Вон роллы, все, комбо.
Вы сказали, роллы не очень любите. Нет, вообще никак. Только в Японии их надо есть, да? Да. А вы, кстати, в Японии были, Валентина Нет, Ивановна? нет. Где не была, там не была, да? Да, не была, не Хотели бы успела. съездить? Хотела бы, но не успела. Не успела, к сожалению. Так. Ну да, здесь так, смотрите, на тачках ездят, на электромобильчиках таких. Это вот бизнес-класс, кто летает, они вот и развозят. Да, какие хорошие бибички. Бургер Кинг. Вон, пожалуйста, вкусная и точка есть. Так что вопросов нет. Проблема Если вкусная точка есть, значит жить можно, уже да, Валентина решаем. Ивановна? Вот я и говорю, проблемы А вот, а решаем. Бургер Кинг такая же, канитель. Посмотрим. Помнишь, что же? Че? Посмотрим. Готовим на огне написано. На огне нельзя готовить здесь, На в огне. помещении. Зайдем, посмотрим. Давай посмотрим, да. Ну, в Бургер Кинге что, ни разу не были, что ли? Да, мы не были с тобой в такой еще. Нет, а вы были? Да, у себя, на Первомайской. Ну и как вам? Нормально было. Не знаю, как здесь. Народу никого. Ну, пойдемте, Валентина Ивановна, здесь пока Я что-то не поняла. посмотрим дальше. Да. Сделайте заказ. Как всегда, Ну вот, это как для всегда меня можно, это да. кошмар. Ну, видите, подошла, и можно с живым человеком поговорить, если хотите. Да. Можно заказать через вот эту, а можно с живым человеком поговорить, Да. как вам нравится. Случайность. Да. Прилет внутренний. Вот он, Бургер Кинг. Прилет, внутренние авиалинии. Конечно, все более-менее нормальные тут рестораны находятся уже там, в чистой зоне, когда проходите контроль. Здесь особо-то... Я бы не сказала, что там здорово. И duty free, и все такое прочее, там тоже будь здоров. И в любое время. Ну вот видишь, Игорь, мы ходим по второму этажу. Да. И были на международных авиалиниях, опять пришли на внутренней линии. Особенно красивой, как говорится, настенной графики не имеется вообще. Ну да, вот первый Ну, этаж. Абсолютно. Вон, Вид со второго этажа. да, вон, видишь, вон красненькая одна штучка, там тоже одна штучка реклама была. Но чтобы украсить и показать, что это московский аэропорт, аэропорт Домодедово, один тоже из крупнейших, больших аэропортов. Нет, я говорю, настоящая рабочая лошадка, где только все сделано. Без всяких изысков, да? Да, да, для туристов. И, в общем, не отвлекают их ничем. Вперед, вперед, вперед. Все, все. И тона, вот смотри, в основном серые, немножко чуть-чуть добавлено синего, и все. И елок нету. Елки две, все. В одном зале и во втором. Украшений Нового года не чувствуется абсолютно. А у вас уже предновогоднее настроение или как, Валентина Да, Ивановна? конечно. Ну, почему бы и нет? Уже остается-то всего ничего. На Отходите, Валентина Ивановна, а то задавит. Да. Отходите. Ух ты! Чего не остановился? Прокатил бы нас с ветерком. Мы мордой не вышли, Валентина Да, Ивановна. да. Ну, он же во внутренних линиях, ладно. Все. Так, ну а здесь вот как раз фастфуд Ростикс, вкусная точка. Все это бывшие KFC и Макдональдс. Сейчас Ну. называются по-новому. Да. Вкусно и точка. Да. В Ростиксе очень острые крылышки. Вы любите такие, Валентина Ну, а Ивановна? что, нормально, Нормально? нормально все. Главное, чтобы было здесь остальное нормально. Все, чтобы было приготовлено по-людски. Ну, а мы пройдем дальше. Здесь Да. запомним, что есть. Да, Я когда вот в Крым улетал, всегда вот здесь, да, в Ростиксе. Тогда он KFC назывался. да. Перекусывал перед полетом. Вот такие виды из окна. Да, стекла много, железа много, уюта нет. Вот, вылеты ЦД, внутренние авиалинии. Туалет. Ага. Вот, гастромаркет.
гастро. За то, что хорошо, много свободных Да, мест. много свободных посидеть мест. можно, да. Люди как раз, вот я говорю, рабочая лошадка для того, чтобы люди могли перед полетом нормально себя чувствовать. Не толкаться, Вот здесь, гляньте, какие. мест достаточно отдохнуть. Вот появились елочки. Елочки появились. Небольшие смотри. такие. Смотри, да. Появились кое-какие торговые точки. Ну, Вот. здесь, да. Елочка ничего. 50% на все. Вот кофейку можно купить. Итальянский сэндвич 895 рублей. Ролл с курицей. Донат в ассортименте 395. Что вы там увидели, Валентина Ивановна? 50% на все. Поэтому знакомлюсь, ни одной цены нет. Неизвестно от чего 50%, да? Да? Ни одной цены нет, да. Стрит-фуд. Бургеры, Завтрак, пицца. обед, ужин. Вот как написано. Едим, летим. Да. Здесь можно посидеть. Вон, пойдемте посмотрим. Вино, пиво, коктейли есть зато. Ну-ка смотри давай, Вот это что, цены. бургеры? Так, Завтраки пиво, 24. даже вино, А, вот лимонад. здесь, смотрите. Да, Шаурма 1125 рублей. Здрасте. шаурма, говядины. Нет, это не моя еда. Это не... Не, мы сейчас посмотрим, Сейчас пойдем. смотрим. Вон коктейли, давайте пройдем, вино посмотрим. Или не пойдем? Чего? Ну, пойдемте дальше. Пойдем. Пойдем. Здесь пока. А, вот здесь. Да, пространство, будь здоров. Хоть на велосипеде катайся. Да. А, Ну, когда были... скоро здесь будет чайхана номер 1. Во, А, во. ну, значит, скоро будет. Кондитерский магазин. Когда были, как говорят, любят говорить, жирные времена, вот тогда народу здесь битком было, да. Да, Аленка. А это вот шоколадки, Сладкие подарки. Боско. да. Здесь тряпки. Ну и что тряпки? А, сувениры. Сувениры? Вот, смотри, Дед Мороз с одежкой. Во. Слава. Концепт. Чемодан вам не надо, Валентина Ивановна? Вот, и говорю, просто интересно, вот у меня всегда вот эти тарелки вызывают умиление. Чего? Ну, правда, Москва. Ну, А, они нравится вам, да? красивые и хорошо сделаны. Но уж больно цена мне их не нравится. Чемодан не надо вам? Очень надо. Но цена, посмотри, какая. Самые дешевые 8400. Да я в жизни такой Здесь не возьму. размеры S, M, L, Нет, все. Магнит. магнитики. 200 рублей. Да. Подушка дорожная. Это под шею, которая... Так. 1500 рублей. Ну вот уже видишь, уже Новый год здесь чувствуется. Вон, посмотри-ка, даже Снегурочка. В кокошнике сидит, да? А? А вот, видите, Чего ты увидел? ну, куклы. Ой, жуть какая. Не нравятся вам Не. такие, да? Вот это другой. Фаберже. Типа Фаберже. Это теперь уже делают у нас все. И заметьте, цен нигде нет. Нету нигде. А потому что, чтобы не пугать людей. Ну да. Вот, По запросу, да? вот палюх. Ярмарка. Видите, как написано? Ярмарка. Не ярмарка, а ярмарка. Это Палих или Федоскина? Палих. Палихские шкатулки. Коробочки нравятся вам? Нравится, у меня есть несколько. Есть, да? Я Федоскина преподавала, понимаешь, в чем дело? Поэтому я сейчас просто без очков не вижу. О, смотри, какая елка. И сколько такая елка? Она музыкальная, 2950. А? 2950. Понятно. Музыкальная елка, Валентина Да. Ивановна. Музыкальная, говорю, она. А, музыкальная. А, все. Пардон. Да, она Все, спасибо. Вот. Ага.
Да, спасибо. У меня не музыкальные, у меня обычные. Обычно Здесь. А вот внутренние авиалинии, вот как раз вылеты здесь. янтарь, янтарь, да. Янтарь. О, золотишко, да, Валентина Ивановна? Да нет, это, наверное, не золото. Это серебро позолоченное. Это серебро позолоченное. Позолоченная Да, даже. да, да. Вот оно, что от него. Пожалуйста, посмотри, Ага. что в итоге. Интересно, кто в аэропортах покупает всю эту бижутерию? Я люблю Москву. Да. Это памятник 200, Веры Мухиной. 200, 300, 350. Все. Вот смотри, пожалуйста, всего-навсего шарики. Шарики 3700. С иконами. Да, с иконами. Церковные, да. Да. А, Церковные шарики. ярмарка. Посмотри, 850 тысяч. О, корону не хотите, Валентина Ивановна? Нет, не хочу. Я сфотографировалась с такой короной в Швейцарии. Ну-ка встаньте-ка на фоне короны. Не получится. Получается? Ну так, чуть-чуть. А то вас называют ведь Да. зазвездилась, ведь, королева английская. Да. Английская. Вот. Да. Скидывайтесь, купим Валентине Ивановне корону. Вот всего лишь Да, 850 тысяч. Да, всего-навсего. Будете носить, Валентина Ивановна, если Буду что. носить. Куда? Буду. Ну, куда скажете. Кто платит, тот и Кто-то требует. заказывает музыку, Да, да? тот и заказывает. Так. Ой, смотри. Путинский. 400 рублей. Дорого стоит наш президент. Да, посмотри. А Сталин сколько? Тоже 400. Одинаково. Ну, генерались. Сама Москва 350. А вот, гляньте, какие, Валентина Ивановна, лошадки. Это игрушки. 9500 лошадь. Как? 9,5 тысяч. Да. О, А, это типа, то есть это уже как бы водки налил туда, Валентина Ивановна. целево- От жены прятать, чтобы не видел. Целевого, да, назначения. Но Дед Мороз-то 9, Дед Мороз 9 тысяч. 900. 10. 10. Дерево. Коллекционные. Это да, это По ручная наследству. работа. По наследству. Это ручная работа, да. Вот так. Нет. Ну, пойдемте дальше. Да, конечно. Ну, Очень какое впечатляет. ваше мнение? Ну, что мне, красиво, конечно, здорово, но дорого. Дорого, а так как это внутренняя линия, то я не думаю, что это может легко у них идти. Красиво, дешево не бывает, наверное, Так, Валентина вот, Ивановна. то, Мармеладки. что у меня рядом с домом. Подожди минуточку. Чего То, вы что я хотите? все время покупаю. А, мармеладки эти? Да, я вот это покупаю. Вот эти, сколько они стоят здесь, я не вижу. Сейчас мы узнаем. Ну, наверное, такая же цена, Валентина Какую Ивановна. цену большие букеты? Вот такие. А, вот, вижу, вот ценнички, А, Валентина есть? Ивановна, есть, да. Нашел? Угу. Букет. Ну, 5000 рублей вот этот букетик стоит из мармеладок. Так что... Это зефир или шоколад? А? О, красота какая. Мармелад. Все понятно. Ну, пойдемте в ту Пойдем. сторону. О, вот красиво. 490 рублей. Союз Да. мультфильм, кафе.
Гляньте, какое мультяшное кафе. Союз мульт кафе. Это для детей. Ну да. Почтальон Печкин. Дядя Федор. Шарик. Ну и что детям А предлагают? вот меню, Ну, как- давайте Давай посмотрим меню. подойдем. Что детям предлагают? Мама на курорте. Это ребеночку... Вафли с лососем. Смотри, царь Печкин с лососем. 900 рублей детенышу. Ну, почему Ягодные детенышу чаи обязательно? 650. Вареники с Простоквашин картофелем. бюргер. Простоквашин бюргер 1300. Это все для ребеночка, особенно 2-3 лет. Мгм. Замечательно. Почему 2-3 лет? Большие Нет, дети правильный тоже. бутерброд с говядиной. С говядиной. 1050 рублей. А? Да. А, Вот, вот. горячие блюда. Слушай, Матроскин морс. Морс 300 рублей. И вода без газа 250. Ну, Так, вот так. хорошее детское кафе. Картофельное пюре 300 рублей. А? Картофельное пюре 300 рублей. Детские коктейли. Мили Троскин или Мали Мали Троскин, Троскин. Мали молочный Троскин. с малиной 550. 300 грамм. Всё, 300 всё, всё. миллилитров, вернее. Все. Ребенок напился, ребенок наелся. На 3-4 тысячи сразу. Вот такой аэропорт Шереметьево. Да. Это, конечно, часовня Архангела Михаила. Михаила. Так, Эфес, ну это А это вон туда. пивнушка. Часовня Архангела Михаила. Смотрите, какие площадя, и все пусто, да, гляньте. А вон она. Вон она. Ну да, вон она, часовенка. Ну здесь хоть Да, перед полетом, конечно. часовни есть, а то где мы были с вами? Во Внуково? Да. Вот там это мечеть, а часовен почему-то Да, не было. да, здесь часовня Архангела Михаила, а там мечеть. Да. Вот итальянская пицца. Завтраки. Вот туалет. Ну, здесь вот можно купить в автомате шоколадки всякие, водички, кофе. Вот такой. Вот тут кресла массажные. Вон, смотри, что-то начали показывать. Смотри-ка. А мы в этом крыле, наверное, не были с вами, Валентина Ивановна. Мы зашли посередине и сразу пошли. Ну, видишь, всё Хотя равно. были, наверное. Мы были у этой елки, ты чего? Мы были, вон она, пожалуйста, мы были. Вот, видите, тут Вот, мы как же раз были, ресторан вот оно, кафе. Гиннес. Мы были здесь. Вон они входят. Но все равно это не то. Все равно. Елочка. Это просто небольшая такая реклама. Вон, видишь, машинку показали. Нет, не то, Игорек, все равно не то. Поехали. Вот здесь еще на первом этаже, в этом крыле мы не были с Валентиной Ивановной. Сейчас посмотрим. Да, Тут вот, видите, тоже да. можно посидеть в кафешке. Гиннес. Сейчас узнаем, что это такое. Ну, а здесь вот как раз выход. Прилет тоже. С этой стороны. Вот можно цены посмотреть. Традиционный ирландский завтрак. 1000 рублей завтрак. Ну, это аэропорт. Как вам цены? Да так, Цезарь. между, да. Вот мы по Цезарю судили. Да, Цезарь 900. Но это с креветками, да. 1000 рублей. А С креветками А дороже. с курицей 900. А, с курицей есть. Вот он тоже, есть, с курицей 900. да? 900 рублей. Последний раз в пиво европейском опять- 400. Да, опять пиво, смотри, пожалуйста. Вот какое пиво. Но написано второй бокал бесплатно. То есть, понимаешь, упивайся, тогда тебе бесплатно. Упивайся первым. А он человек сидит. Он сидит, у него сразу два. Ну, всё. Должен первый еще выпить, да? Да, но если пол-литра и пол-литра, литр целый как-то. Бургер Кинг.
Тоже вот на первом этаже. Мы на втором его видели. Идем. А это вот Chicken House. Куриный дом. Куриный Chicken дом, House. Валентина Ивановна, Да, дом. называется. Chicken House. Да, Chicken House. Ты вообще где? Вот он я. Я сейчас упаду. Чего? Комбо. Комбо, попробуй. 2190 и второй комбо 1050. Комбо. Комбо. Ну да. Да. Так, что не надо? Идем дальше, да? Конечно. Вот зато красивые какие виды. $25 крылышков. Бери с собой. Ой, Ну, это и есть комбо. да. Вам комбо такое не по душе, да? За 2000? Да что ты, Господь с тобой. Курица сейчас столько не стоит. Целая стоит. Дешевле. Рублей 800. Раза в 3, да? Да, раза в 3. Рублей 800. Вот здесь мы заходили с вами. Да. Вот, а в этом крыле мы вот только сейчас зашли. Так что... вот к сувенирам Валентина Ивановна пошла. Хочет посмотреть сувениры. Что тут, Валентина Ивановна? Что вам заинтересовало? Пряник с Новым годом. Трубочка со сгущенкой. Нет, 550 пряник. рублей. Нет, пряник 550. Да. Пряник Зато с 550. Новым годом, Валентина Ивановна. А вот С Новым здесь, годом. Чего? видите, салатики можно взять с собой. Тоже недорого. Вот греческие 550. Тихо, тихо. Тихо. О, разогрели шашлычки куриные. Так что нормально. Ты Вот. решил мне доказать, что все хорошо. Это когда-то... Алкогольные напитки. Нет, когда-то у меня бар был из этих маленьких Бутылочек. бутылочек. Да. Я привозила из-за границы, когда это была новинка. Теперь бери, не хочу. Нет, и сколько же коктебель-то? 3 года А и вот, 5. Вот, вот найди, цены. найди. Маленькие бутылочки. 750 рублей. Да. А вот бутербродики здесь всякие разные, видите? Багет с солями. Вот есть переесть. 550 рублей. Сосиска, самса с мясом. Хачапури с сыром. Багет, Багет с с ростбифом. 690. Нет, мне больше всего Круассан понравились... с лососем. Вот, Нет, гляньте, Валентина Ивановна. бутылочки мне понравились, а? 100 граммовые или на 50? Наверное, эти, 100, да? 100, наверное, все же. Коньяк Арарат. А не написано. Да нет, этот 100, Коктебель. наверное. Коктебель. Ну да, грамм 100, наверное. Да. Пойдемте дальше. А дать контраст? Дать контраст? Какой? Не надо ничего доставать. Контраст, У вас с собой, что ли? конечно. Не надо, а то скажут с бутылкой. А просто на фоне того, что 100 грамм 800 рублей, А у вас 250 пока. 100 Я грамм. уж пол-литра не брала. На Вот всякий ёлочка. случай. Нам с тобой. Случаи разные бывают, да? А? Случаи разные бывают. Так, ну что, поднимаемся на второй. Конечно, конечно. Мы вот когда оттуда шли, и вот этот аэроотель у нас за спиной был. И вот Валентина Ивановна его что-то ее заинтересовало. Очень даже аэроотель заинтересовался. Здесь, как говорится, уже... Ну это время скоротать, когда Да. Когда слишком большая пересадка, большой рейс, стык, да. Да, стык или задерживают. И вот там можно, ну-ка, Да. приблизим Там же мы сейчас. смотрели с тобой, были другие. Вот, круглосуточно работает. Так, ну что, Вообще можно узнать. а что вы вообще хотели узнать? Стоимость. Да? Да. Ну, пойдемте узнаем. Вам интересно? Да. А то вдруг придется А вдруг остановиться, придется заранее знать, да. Да. Смотри, работает да? круглосуточно. А я уже показал это, Ага. да. Работает круглосуточно.
Двери открываются и закрываются. Вот такой аэротельчик, смотрите здесь. Скажите, а сколько номер стоит? Или вот здесь есть цена? А, Я вот почасовая. смотрю. Вот, Я сейчас почасовая. заснимем. 2 часа 3 800. Семейный 5000. Ну, такая здесь, в принципе-то, надолго не Я посмотрела, останавливается. Игорь, Да. сутки. Сутки сколько? 13 200. О, ну кто тут на сутки останавливается, Валентина Ивановна? Ну, самолеты же задерживают надолго. Ну да. Иногда и больше. В основном там, если надо, там 4-5 часов. Ну вот 2 часа 3 800. Сутки 13 200, да? Дорого. Это прям дорого. В Москве в центре намного дороже. Ну, это естественно. Но все равно, мало того, Не, ну согласен, мало 13 того, что тысяч, самолет конечно. задержали, да? Мало того, что задержали самолет, да еще и в отель иди Ну да. за 13 тысяч. Еще и поесть надо за Да и бешеные поесть деньги, еще да? надо по этим деньгам. Ага. Интересно. И, ну вот единственное, к чему мы не видим здесь, никто нигде не спит. Ну, значит, вовремя все улетают. Да, вовремя вылетает, работает, да. Потому что там мы видели с тобой даже В спящие. Шереметьево мы видели. Шереметьево Под особенно. березками там, да? Под березками, да, спали. А здесь, слава богу, нормально. Ого. Ну вот мы и посмотрели, вот когда заходили на второй этаж, вы видели, вот там нам приглянулась пивоварня, как она называется. Сейчас попробуем туда зайти, да, Да, Валентина да, Ивановна? пивоварню, да, И посмотрим. там уже Пока. время обеда как раз. Вы из дома выезжали обеда и ели что-нибудь? Не, О, аппетит нагуливали, да? да, обязательно. Я Правильно. вообще утром очень плохо ем. И мы сейчас вот туда идем. Вот мы вышли напрямую. Вот сюда мы попробуем сейчас зайти. Московский пивовар. Вот в нее мы сейчас и пойдем, посмотрим меню, оценим и что-нибудь съедим. Да, Валентина Ивановна? Да, что-нибудь, да. Подкрепимся. Крошку, картошку не пойдем. Нет. Вы бы что сейчас съели? Что? Вы бы что съели сейчас? Я бы мясца какого-нибудь. Ну, это у тебя всегда шашлычок или Да. что-то такое. А вы не? Ты не изменяешь. Идем.